В сентябре 2023 года в маленьком селе под Читой происходит страшное преступление. Полиция приезжает по вызову и обнаруживает труп 22-летней девушки. Ее жестоко убили, задушили голыми руками. Человек, который совершил это, уже не в первый раз оказывается на скамье подсудимых. Он самый настоящий серийный убийца, который выбирает себе похожих жертв и расправляется с ними определенным способом. Но самое поразительное, что на момент преступления этот человек должен был находиться в тюрьме. Он отбывал 14-летний срок, но оказался на свободе намного раньше. Из тюрьмы его выпустил Владимир Путин. И это не преувеличение. Лично Владимир Путин подписал указ об освобождении опасного преступника и позволил ему вновь совершить убийство. Прямо сейчас я расскажу вам, как и почему это случилось. Цырен Доржи Цыренжапову 38 лет. Он из Читы. Мужчина не имеет постоянной работы, он не женат и у него нет детей. Цырен Доржи очень много пьет. Вечером 4 октября 2019 года он готовится ко встрече с девушкой. Для этого он посуточно арендует квартиру рядом с рекой Читой на улице Богомякова. Это совсем недалеко от центра города, но визуально место может показаться окраиной. Панельная застройка, гаражи, рядом широкая проезжая часть. Именно сюда приезжает 18-летняя читинка Екатерина Скворцова. Катя работает танцовщицей в стриптиз-клубе «Зажигалка». Эта сеть клубов существует почти по всей России. Подруга Кати рассказывала, что в клубе девчонки просто танцевали, но иногда могли договариваться с клиентами о личных встречах в свободное время. Есть мнение, что Катя могла встречаться с мужчинами за деньги и делала это не от хорошей жизни. Вообще судьба девушки крайне трагична. Она из неблагополучной семьи, ее родители сильно выпивали и постоянно ссорились. Отец сам несколько раз передавал Катю и ее брата в органы опеки, утверждая, что они никому не нужны. Родители лишили родительских прав, и так Катя оказалась в детском доме. На тот момент ей было 10 лет. Интересно, что ее мать, Светлана Скворцова, пыталась вернуть дочку. Она обращалась в суд, писала губернатору и даже президенту. Катя много говорила о маме и, несмотря ни на что, очень по ней скучала. За женщину вступалась местная общественная палата. Там давали ей характеристику для суда. В ней говорилось, что женщина трудилась на 2 работах, что ее комната в общежитии небольшая, но ухоженная, а дети на фотографиях рядом с ней выглядят счастливыми и спокойными. Но органы опеки заявляли обратное. Дома у Скворцовых не было детских вещей, соседи говорили про семью плохо. Светлане не удалось вернуть дочь, но она навещала ее в детдоме. Когда Кате исполнилось 18, она, как и хотела, вернулась жить к матери. Девушка начала брать мелкие подработки. Например, трудилась посудомойкой. Катя очень радовалась любым покупкам. Например, когда они с мамой смогли купить новый диван. Но денег критически не хватало. Тогда Катя и пошла работать в зажигалку. Возможно, именно там она познакомилась с Цыренжаповым. Сначала он и Екатерина, судя по всему, нормально проводили время. Этим вечером внешне жизнерадостная Екатерина провела прямую трансляцию во ВКонтакте с балкона квартиры на Богомякова. Из материалов дела мы знаем, что Цыренжапов пил во время встречи с девушкой. Около 9:30 он нападает на нее. Почему именно он решает это сделать, неизвестно. В деле произошедшее описано стандартной протокольной формулировкой. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения из-за возникшей неприязни убил 18-летнюю девушку. Это преступление поражает своей жестокостью. Сначала Цыренжапов избивает Скворцову.
Он наносит ей множество ударов кулаками по телу, а затем душит девушку и убивает ее. Совершив преступление, Цыренджапов продолжает пить. Тело Кати Скворцовой всю ночь лежит рядом с ним. Наутро он понимает, что совершил преступление, и решает скрыть следы. Цыренджапов расчленяет тело девушки. Несколько частей он выбрасывает в окно. Еще несколько выносит на улицу и бросает в реку. А голову Кати преступник оставляет на детской площадке. Можно представить, в насколько неадекватном состоянии он был, раз решил так поступить. Голову находят дети, в ужасе рассказывают обо всем родителям, и те вызывают полицию. Цырен Доржи Цыренджапова задерживают в этот же день, в той же съемной квартире. Когда туда врываются полицейские, преступник все так же пьет алкоголь. В ходе следствия выясняется, что убийство Екатерины Скворцовой не первое преступление Цыренджапова. В 2002 году его приговорили к 10 годам лишения свободы за разбой, но в 2009 освободили условно-досрочно. Всего через год, в 2010-м, Цыренджапова осудили за незаконное проникновение в чужую квартиру с применением насилия. Его снова посадили, на этот раз на 5,5 лет колонии строгого режима, и сверху добавили срок за прошлое преступление, потому что он нарушил условно-досрочное. Цыренджапов освободился в 2018-м и опять не смог продержаться долго. Во время следствия по делу об убийстве Кати Скворцовой Цыренджапов свою вину не признавал. Он выдумывал разные версии произошедшего. Например, пытался свалить убийство на другого человека. Утверждал, что якобы знает имя настоящего убийцы. Но это ему не помогло. У следствия были неопровержимые доказательства: отпечатки пальцев и следы преступления в квартире. Цыренджапова признали вменяемым. Суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима и обязал выплатить 2 миллиона рублей компенсации морального вреда семье погибшей. Совершенно очевидно, что Цыренджапов – неадекватный отморозок, который просто не может нормально жить в обществе. Выходя из тюрьмы, он раз за разом возвращался к своему образу жизни и снова совершал преступления, с каждым разом все более страшные. Согласно приговору, на этот раз Цыренджапов должен был выйти из тюрьмы только в 2034 году. Но ему на помощь пришли Владимир Путин и война в Украине. Чита находится в 6000 километров от Москвы. Это один из самых депрессивных городов России. Он стабильно занимает последние места в рейтингах по качеству жизни и первые места по уровню загрязненности окружающей среды. Забайкальский край входит в 5 самых опасных регионов России. За 9 месяцев 2022 года в регионе совершили 155 преступлений на 10 тысяч жителей. Это официальные данные, и, как часто бывает, они могут быть существенно занижены. Многие местные мужчины ушли на так называемую спецоперацию. Медиазона и BBC ведут независимый подсчет погибших в Украине российских солдат. Они учитывают только полностью подтвержденные смерти, когда есть некролог, заявление администрации или родственников. Понятно, что не о каждой гибели сообщается публично. А многие из погибших могут долго числиться пропавшими без вести. Так вот, Забайкальский край занимает 18 место по количеству подтвержденных смертей на войне. В списке медиазоны числятся 875 имен. Из них 223 человека – зэки. Это один из самых высоких показателей. Цыренджапов отсидел неполных 3 года, когда в его колонии появились вербовщики ЧВК «Вагнер». Он подписал контракт и отправился на войну. На фронте Цыренджапов пробыл полгода, получил помилование и вернулся домой. Вы только вдумайтесь, этот человек – преступник-рецидивист. Он жестоко убил девушку, расчленил ее и бросил ее голову на детской площадке. За это он отсидел всего 3 года, и Путин помиловал его. Конечно же, Цыренджапов не исправился. На покаяние не было ни намека. Он оказался на свободе и снова совершил убийство. История до ужаса похожа на то, что произошло с Катей Скворцовой. После войны Цыренджапов поселился в родном селе Угдан в Читинском районе. Там в сентябре 23 года он вызвал проститутку.
22-летнюю девушку. Он убил ее тем же способом, что и прошлую свою жертву, задушил руками. Но на этот раз расчленять тело убитой он не стал. В начале марта 2024 года Читинский районный суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. На суде Цыренжапов скрывался под капюшоном, на его лице болталась какая-то салфетка. Ему дали тот же срок, что и в 19-м. Этого убийства можно было избежать, если бы Цыренжапов оставался в тюрьме. Брат Екатерины Скворцовой, первой жертвы Цыренжапова, был в ужасе, когда узнал, что убийца его сестры оказался на свободе и снова совершил преступление. Вот что он сказал журналистам. Мы добивались высшего наказания для этого, если так можно сказать, человека, но государство посчитало верным его отпустить и дать возможность убивать снова. Что он и сделал, вернувшись домой. Сколько еще людей он должен убить, чтобы государство закрыло его за решеткой раз и навсегда? Путину плевать на жизни простых россиян. Он выписывает индульгенции самым опасным членам нашего общества, лишь бы они шли на его войну. Сейчас Госдума всерьез обсуждает, как поставить это на поток. Там предлагают утвердить механизм, который позволит освобождать повоевавших преступников даже без помилования президента. Потому что они понимают, какой политический урон это наносит Путину. Даже те, кто поддерживают президента и его войну, не понимают, с какой стати из тюрем раньше срока должны выходить серийные убийцы и спокойно расхаживать по российским городам в поисках новых жертв. Эти помилованные маньяки не будут разбираться, за СВО вы или нет. Путинские головорезы вроде Цыренжапова будут убивать всех. Ведь они понимают, что власти на их стороне. Всегда можно снова заключить контракт, повоевать годик и выйти на свободу. Это надо заканчивать. Нужно показать Владимиру Путину, что мы с такой политикой не согласны. Уже на этой неделе, в воскресенье, пройдут выборы президента. Это возможность сказать, что с нас хватит. Сделать это можно легко и безопасно. Приходите на участок 17 марта в 12:00 и голосуйте за любого другого кандидата. Или испортите бюллетень. Главное, не голосуйте за Владимира Путина. Отправьте это видео своим друзьям или родственникам. Если они до сих пор сомневаются, голосовать за Путина или нет, эта история может убедить их этого не делать. Остались считанные дни до выборов, но за это время можно успеть сагитировать еще больше россиян. Используйте это время с пользой и участвуйте в акции «Полдень против Путина». Вместе мы можем добиться перемен.